Если вы не знаете, как сделать из подручных недорогих ингредиентов 3 вкусные кулича, покрасить красиво яйца и плюс делать круассаны, вам можно позавидовать. Ведь в этом рецепте все делается быстро, наглядно, а главное просто и дешево. По итогу вы получаете шикарнейшую выпечку не только на Пасху, но и на любой праздник. Вы удивите как родных, так и близких. Друзья, подписывайтесь, а мы начинаем магию кулинарии. Я просто удивляюсь, насколько этот рецепт прост. Берем 2 яйца. И, друзья, можно вот позавидовать, если вы этот рецепт не знаете. Потому что сейчас за пару минут вы узнаете такой шикарный рецепт, который станет вашим самым любимым. Я взял 2 яйца. 2 маленькие ложечки равняются половине чайной ложки соли. Туда же отправляю 4 столовые ложки сахара. Можете взять сахарозаменитель, можете сахар вообще не класть, если вы не кушаете сахар. И все это перемешивается. Потому что, друзья, вот рецепт, я его один раз приготовил, и буквально сразу он стал моим фаворитом. А фаворитом он стал, потому что дешевые продукты получается быстро, минимум усилий и максимум пользы. Сюда отправляю 3 столовые ложки сметаны. Есть тонкости, правда, в этом рецепте. Если их не соблюсти, то как бы не получится вкусно. Говорю как есть, поэтому все тонкости я буду рассказывать по ходу рецепта, чтобы не забыть и сразу вас не перегружать информацией. Первый секрет в том, что очень важный секрет заключается в том, что если вы возьмете продукты не комнатной температуры, то у вас вряд ли что-то получится толковое. Я имею в виду вот масло, которого я кладу 180 грамм. Оно уже полежало некоторое время у меня при комнатной температуре. Яйца обязательно при комнатной температуре и сметана. То есть молочка вся обязательно при комнатной температуре. Эти товарищи в любом рецепте рекомендованы именно в таком агрегатном состоянии. Я не буду полностью измельчать, мне это сейчас пока не нужно. Я добавляю 2 столовые ложечки, чайные ложечки корицы. Чайные ложечки, они у меня очень маленькие, вот эти, они пол чайной ложечки, значит 1 чайную ложечку корицы. Чтобы вас не путать, я возьму другую ложечку чайную и ей буду манипулировать. Вот по сути дела, сейчас мы с вами уже сделали половину нашего теста, можно так сказать. Так, хорошо. Все это мы отставляем. Пусть маслица пока отдыхает и набирается сил. Далее я беру вторую емкость. И в нее мне надо просеять муку. Для этого я беру кружечку для просеивания и муку. Вот она, красавица, есть у нас. Муки получается много. Мы будем делать с вами 3 кулича. 3 шикарнейшие кулича. Поэтому муки я беру 700 грамм. А вы, друзья, муку просеиваете или нет? Интересно узнать ваше мнение. Я раньше, знаете, как то просеивал, то не просеивал, 50 на 50. Но недавно я попросил, чтобы моя тетя, у которой стаж печь всякие вкусности более 50 лет, вы представляете? Так вот, она мне давала мастер-класс, и она пекла пироги, которым в ее семье более 120 лет. Вы представляете, ее бабушка пекла в русской печи по этому рецепту. Потом ее мама пекла по этому рецепту. Потом она, будучи еще маленькой, научилась печь. И сейчас она в приятном возрасте. И вы знаете,
столько тонкостей. Рецепт я заснял, он или уже вышел на канале, или вот совсем-совсем скоро выйдет. В общем, посмотрите, будет ссылочка в описании на этот рецепт. Хорошо, не будет, то скоро выйдет. Крайне советую. Такие рецепты сейчас, друзья, не делают. Просеяли 700 грамм муки. Далее, чтобы не терять время, я беру по 2 столовые ложки изюма. У меня черный и золотой. Заливаю их водой. Пусть пока настоится, но самое главное здесь не то, что изюм набухнет, а самое главное очистить его от диоксида серы. В этом нам помогает обычная сода. Пол чайной ложечки соды насыпаю в каждую штуку, и он нейтрализует диоксид серы. Ну и плюс, конечно, изюм очищается и набухает. То, что нам и надо. Это отставляем в стороночку, пусть себе работает. Наша задача теперь взять творог. В моем случае это пачка 340 грамм. В нее добавляется еще обычная стандартная пачечка. И получается 520 грамм. В общей сложности я беру творога. Я беру из расчета на 3 кулича. Далее в него добавляю немножечко сахара, а именно 2 столовые ложечки. Сахар в этом рецепте не обязателен, но желателен. Беру ванильный сахар 1 грамм и добавляю сюда же. Это даже не ванильный сахар, друзья, это ванилин. Ванильный сахар я не сильно признаю. Мне нравится больше без химии. Сюда же я добавляю 3 столовые ложечки сметанки. Сметанку желательно брать пожирнее, конечно же, но как есть. Далее беру 2 яйца. Яйца мои не мои. Яйца не мои. Простите. Яйца куриные, но курочки мои. Они у меня на свободном выгуле. И, в общем-то, яйца несут добротные. Пол чайной ложечки соли. Сюда же добавляем чайную ложечку соды. Разрыхлитель я не кладу. Я уже больше склоняюсь, что избавляться от химии, а разрыхлитель та же сода плюс всякая химия. Одним словом. Это если очень коротко. Теперь нам надо все это хорошенько, быстро размешать. Вот еще хочу вам показать одну штуку. Если вы обратите внимание, то творог, он очень жидкий и комкообразный получается. Я в него добавляю 50 грамм очень растопленного масла. Очень растопленного. Вот так вот. Но он комкообразный. Оно пойдет, но, друзья, как говорят, не то. Не тот эффект будет. Оно будет чувствоваться, эта комкообразность. Поэтому вот так вот с любовью я очищаю ложечку руками. Некоторые это не переносят, когда именно руками делают. Я наоборот, друзья. Я за то, что делать руками. Руками и с любовью. Вы свою энергетику отдаете продукту. Вы делитесь им своей любовью. Я беру блендер погружной и буквально пару секунд творог делаю однородной массой. Вот вы, друзья, теперь только посмотрите, насколько стала масса однороднее, насколько она стала пушистее, наряднее. Вот это то, что надо для нашего шикарного, быстрого и вкусного рецепта. Далее нам надо цедра одного апельсинчика. Можно без цедры, но лучше с цедрой, будет гораздо приятнее вкус. Лопаточкой быстренько собираем полезнейшую цедру и отправляем на тарелочку.
Видите, друзья, сейчас такой этап, когда мы все подготавливаем, а потом буквально за минуту мы все соберем в одну массу. Далее, сразу же я беру емкость и туда, разрезав пополам, беру сок одного очень сочного апельсина. Ох, какой аромат будет, друзья, это просто непередаваемое. Вот, про баланс вкусов я вам уже сказал, но теперь нам надо его соблюсти и в соке. Нам понадобится не целый лимон, а его половиночка. Пол лимончика отправляется к апельсинчику. Там соединяем все и добавляем 2 чайные ложечки сахара. Перемешиваем и это дело отставляем. В это время у нас уже готов изюм. Вы посмотрите, как он набух и какая стала водичка. Вот именно она аж пенится, бедненькая. Вот она всю эту гадость в себя и впитала. Поэтому сейчас я беру ситечко, другое ситечко, и туда просто вот таким движением вымываем наши красивые изюмчики. Они в 2 раза увеличились, очистились, это то, что нам и надо. Далее пересыпаю их в хорошую емкость. И у нас уже практически все идет к соединению. Покажу вам воду, друзья. Посмотрите, насколько она мутная, грязная. Пусть это послужит стимулом мыть перед употреблением сухофрукты. Наша маслица уже почти растопилась. И я туда отправляю половину цедры, которую мы добыли. Перемешиваем. Соединяем с маслицем, с корицей. Уже все почти растопилось. Запах уже идет неимоверный. Очень хорошо. Теперь мы берем оставшуюся часть цедры и помещаем в творог. Туда же я сразу отправляю изюм. И все это быстро соединяется. Изюм набух буквально за считанные мгновения, так же как и творог. Они как будто на дрожжах увеличились. И вот такая красивая масса, очень ароматная, доложу вам. Посмотрите, какая красивая у нас получилась. Это еще не все, друзья. У нас будет очень вкусные и все разные куличи. Для этого я беру емкость еще одну. Беру 2 яйца. Отправляю 2 яйца. Чуть-чуть их надо перемешать вилочкой, чтобы желтки разбить. И теперь постепенно, по чуть-чуть, я начинаю добавлять вот такую красивую стружку кокоса. Это будет еще один у нас слой кокосовый, но не завершающий. Я готовлю для вас настоящий сюрприз, друзья, в этом рецепте. Хорошенько я его продумал, чтобы у вас были разнообразные куличи абсолютно разного вкуса. 3 кулича будет у нас абсолютно разного вкуса, но все они будут вкусные и полезные, притом из недорогих ингредиентов. Чуть-чуть сахара, 2 чайные ложечки.
объединяем. И сейчас вот эта вот стружечка, она впитывает в себя массу яйца. Она, видите, насколько изменилась. Стала желтее, красивее. И вот теперь у нас уже практически все готово к соединению. Я беру емкость, вот эту вот с маслицем. Вот такая красота. И постепенно буду добавлять сюда муку, причем не бухать вот так вот, а именно ложечкой. Постепенно, чтобы не было комков. Сразу я это делаю при помощи ложки. У многих возникает вопрос, до какой степени надо мешать ложкой, там, вилкой, венчиком. Знаете, до какой степени, друзья? До той степени, пока есть силы мешать вот этим предметом. Я мешаю ложкой. У меня еще мешается очень легко. Просто. Я постепенно добавляю муку. Постепенно она соединяется с маслицем, с яйцами, без комочков. И постепенно все дело переходит к тому, что мы будем это тесто немножко проминать руками, и оно к нам не будет абсолютно липнуть к рукам. Вот до такого состояния мы и идем. А я действую все по той же схеме. 3-4 столовые ложечки муки плавно втираю в тесто. И становится все труднее и труднее работать ложкой, но еще пока позволяет тесто. Вот многих волнует вопрос, точнее страх. А что делать, если сильно много муки, допустим, дал? В этой штуке, друзья, в этой области в кулинарии не может быть неправильно. Всегда есть выход. Вот, допустим, чтобы вы не боялись теста, допустим, вы очень много положили муки, и оно, ну, прям деревянное стало у вас. Вы берете просто сметану и добавляете пару ложек сметаны. Или, допустим, у вас теста мало получилось, вам надо больше теста. Добавили еще сметанки, добавили еще маслица, к примеру. И вот так вот вы можете играться. Кулинария – это игра, это про расслабленность, это про чувственность, это про, знаете, погружение. Ты погружаешься в структуру ингредиентов, а они погружаются незаметно в тебя. Вот я как придумываю рецепты. Я думаю, блин, вот классный рецепт был, классно я его испек. Ночью просыпаюсь, вы представляете, или под утро. И думаю, вот как я могу улучшить? Я сразу вспоминаю тот вкус того классного рецепта и думаю, чем я могу его улучшить? Что я могу добавить или изменить, чтобы сделать его еще вкуснее? И вот на примере моей колбасы я делал мясную колбасу, но без мяса, из разных полезных круп и бобовых. Я делал буквально, наверное, 5-6 рецептов у меня на канале. Кто не знает, ссылочки я оставлю в описании. Прекрасная замена мясу, вкусная. Так вот там с каждым рецептом я все улучшал и улучшал вкус настолько, что буквально я поражался сам, насколько обычная крупа может быть вкусной и вообще не похожа на эту изначальную крупу. То же самое и в куличах, то же самое и во всех других областях. Вы просто погружаетесь и с каждым разом улучшаете. Скоро мы уже будем месить руками, но самое творческое здесь будет и немножко секретиком — это оформление каждого отдельного кулича. Он каждый будет иметь свою индивидуальность. И вот, мои хорошие, настал тот самый момент, про который я говорил, когда
тесто уже некомфортно мешать при помощи ложки. Вроде еще можно, но уже некомфортно, уже вроде как тяжело. Поэтому я беру и смазываю руки маслом. Любым маслом, которое у вас есть. И с любовью, обязательное условие, я часто говорю в своих рецептах на канале «Художник на кухне», что, друзья, основное это с любовью. Если делаешь с любовью, даже если невкусно получится, по итогу оно все равно станет вкусным. Что-то какое-то такое неведанное есть, и оно помогает. Друзья, вы согласны? Интересно ваше мнение в комментариях узнать. А вообще, я очень любознательный в том плане, что я много где в свое время попутешествовал, будучи там 20-летним, там до 30 лет я объездил, ну, может, не полмира, но достаточно много стран, много где был. Поэтому мне очень интересно, куда же залетит этот рецепт. И так приятно читать ваши комментарии и видеть, что привет из такой-то страны, привет с такого-то города. И у меня аж настроение поднимается. А если вы еще при этом и какой-нибудь лайк поставите за мои старания, о, это вообще шикарно. Ну, а если вообще видео до конца досмотрите, я даже не знаю, что вот насколько вы меня порадуете тем, что мои старания просто, знаете, как увидят больше людей. То есть оно ж как устроено. Ютубу все равно, сколько ты вложил любви, энергии в свое видео, как ты хочешь помочь людям своим рецептом, ему все равно. Он смотрит только на циферки, сколько лайков, сколько комментариев и как долго смотрят видео. Вот YouTube смотрит именно на эти 3 параметра. Все, больше ему не на что смотреть. Поэтому, когда вы пишете комментарий или ставите лайк, а еще лучше досматриваете видео до конца, это лучшее, что вы можете дать взамен тому, кого вы смотрите. Вот смотрите, я уже незаметно начал замешивать тесто, а у нас еще осталась мука. Муки у нас было 700 грамм. Вы видите, я не всю муку кладу, я больше не кладу пока что. Тесто уже не липнет абсолютно. Чуть-чуть его еще надо пожмякать, чтобы оно было максимально однородным. В итоге получилось вот такой вот колобочек шикарный. Он уже не липнет к рукам, но в то же время он не забит тестом. Осталось буквально чуть-чуть муки, но она у нас пойдет на стол, то есть впритык как раз 700 грамм. Что мы делаем сейчас? Сформировав колобочек, вот такой вот красивенький, с любовью, надо ему дать 20 минут постоять. Одну подсказку вам сделаю, чтобы не искать крышку, чтобы накрыть это все, или полотенце. Есть вот такие вот шапочки. Они одноразовые называются, но я много раз использую. На Озоне или на Валберес я покупал. Кому интересно, пишите в комментариях, я ссылку найду, скину. Там 50 или 100 вот таких шапочек, вообще стоит полкопейки. И очень удобно, вот так раз накрыл и все. И тебе не надо думать, где там чем накрыть и так далее. Поэтому очень удобное дело. На 20 минут мы отставляем. И теперь, пока у нас есть время, 20 минут и скоро Пасха, я вам покажу один простой рецепт покрасить яйца. Но он настолько шикарный, друзья. Вот вы будете в восторге. Честное слово, не пожалеете. Я беру емкость какую-нибудь красивую. Вот, допустим, вот эту. Беру яйца и заливаю их обычным уксусом. Вот так, до половиночки.
И буквально они там находятся минутку. Красятся яйца очень просто, буквально за считанную минутку. Можно взять любую тряпочку, любую салфетку, все, что найдете, то вам и пригодится. Главное, чтобы яйцо поместилось. Я беру вот такую вот фольгу. Чуть большего размера. На нее кладу ту самую, где у нас будет находиться яичко. Яйцо, простите. Да, все время меня поправляют в комментариях: яичко и яйцо. Говорят, это вообще разные вещи. Вот так вот распределяю равномерно. Беру гибискус. Кто не знает, что такое гибискус, а кто знает, напишите в комментариях. Измельчаю и кладу. Дальше кладу обычную крупу. В моем случае овес в хаотичном порядке. И по сути дела у нас уже все готово. Беру яйцо, которое уже пенится под воздействием того самого уксуса. И это яйцо я заворачиваю. Причем заворачиваю так, чтобы, вот видите, я прохожу, и оно само на себя вот так вот все собирает. Вот, видно, да? И вот так я сразу равномерненько его закручиваю. Закрутили, закрутили. Раз, одно готово. Засекайте секунды, за сколько мы сделаем второе яйцо. Время пошло. Я беру эту емкость, этот насыпал, этого насыпал гибискуса, взял пакетик, отрезал. Вот так вот насыпал. Взял яйцо, поколошматил его там. Вот так вот обвалял, как в муке. И теперь закрутил. Вот так вот. Тем временем у меня уже закипает вода. Многие это слышат. И возьмем уже, Бог любит троицу. Возьмем третий пакетик. О, друзья, вы удивитесь, что у нас получится. Насколько красиво все это будет выглядеть. А делается, как вы видите, моментально. Кто не знает, что такое гибискус, пожалуйста, люди, кто знает, напишите в комментариях. Он есть почти в каждом магазине. Чуть-чуть покрошить, чуть-чуть разровнять. Яйцо перемотать, пересболтовать. Вот так вот, желательно не побить. И обвалять, как в муке. Все, готово. И теперь аккуратненько все это замотать, как младенца. Готово. Вода у меня уже закипела. И в кипящую воду, как только вода закипела, опускаем, засекаем ровно 10 минут. Видите, оно у меня не тонет. Поэтому надо какую-то крышечку, чтобы оно утонуло. Вот я возьму обычную тарелочку. И вот так вот раз, накрыли. И отправляем на огонь на 10 минут. Тесто наше уже, я думаю, готово. Я беру немножечко муки, рассыпаю на стол. И сейчас будет твориться магия творчества с нашим тестом. Оно уже отдохнуло, уже хорошенькое.
И все, что нам надо сделать, нам надо его сейчас разделить на несколько частей, чтобы удобно было с ним работать. Беру шпатель кулинарный, делю на 3 части. Вот так вот. И 2 части я отправляю пока отдыхать под крышечку. Возьму средненькую, большую, а 2 части отдыхают под крышечкой. Я раскатал первую часть. Примерно толщина 3-4 миллиметра. Будет у меня 3 формы. Вот они так выглядят. 2 разъемные и 1 такая вот одноразовая форма. Разъемные формы размер 10 на 12 сантиметров. И что я делаю? Я беру форму и просто как пельмени делали, делаю 2 кружочка. 2 и 3. Почему делаю 3 кружочка? Вот смотрите. Я, во-первых, беру масло растопленное, которое уже полностью растопилось, и промазываю стеночки и дно. Вот так вот. Быстренько. И дно, и стеночки сливочным маслом растопленным. Туда же я кладу вырезанный заранее пергамент бумаги. На дно. Прям показываю. Раз. Видите, лежит хорошо. И я раскатал вот такой пергамент на стенки. И точно так же прохожу вот этим пергаментом стеночки. Так, чтобы он зацепился и находился неподвижно. Ну вот, так вот нормально будет. Смотрите. Готово. Туда отправляется 1 вот такой вот кружочек на дно. Почему на дно я делаю кружочек, вы совсем скоро узнаете и скажете: действительно, это гениальный ход. Точно так же я буду делать и с остальными. Далее нам надо раскатать полосочку длиной вот как наша форма. Я беру и отмеряю размеры. Я вижу, какие размеры. Беру шпатель и отмеряю, отрезаю шпателем наш кусочек. Вот так вот. Наш кусочек готов. И его можно, так сказать, сразу и второй отмерим, чтобы можно было удобно работать на столе. Все, видите, на глаз делается быстро, моментально. Вот так. И 3 тоже отмерили. И убираем все. Так. А теперь все, что нам надо сделать, это взять и края поместить, во-первых, его в середину и распределить по краям. Оно не хочет делаться, ну и ладно. Поэтому мы делаем его вот так вот. Раскатываем на пергаменте, а потом уже пергамент приклеиваем. Видите, на пергаменте все хорошо. Пергамент приклеиваем при помощи маслица к стеночкам нашей формы. Если вы знаете способ, как это можно сделать легче, я буду рад, если поделитесь в комментариях. Вы облегчите жизнь не только мне, но и людям. И теперь все это устанавливается. Сейчас я вам покажу.
Вот так, надеюсь, видно. Я беру вот такую массу. Она уже готовая. Я ее как бы не советую вам брать, маковая. Лучше используйте. Вот у меня уже, наверное, вышел рецепт, где я использую мак, который я покупал на Озоне или на Валбересе, на маркетплейсе. И, в общем, там, друзья, совсем другая история. Во-первых, стоит в разы дешевле, вам обойдется. Вы знаете, из каких ингредиентов это все сделано. Делаю вот это вот солнышко, которое мы вырезали, и кладу следующим слоем. Прищипал, и оно у нас уже не видно. Далее я кладу вторым слоем вот набухший наш прекрасный, уже такой воздушный, масса такая прекрасная. Творог. Это уже не творог, это уже отдельное произведение искусства. И берем следующий слой. Укладываем. Почему, друзья, это я все так делаю? Мак, насколько он вкусен в рецепте, настолько он и капризен, друзья. Я считаю кулинарию полноценным творчеством. Прямо как вот писать картины, вот картину, которую вы видите. Вот, кстати, эта картина. Или вот эта картина. Это тоже творчество, что и кулинария. Абсолютно тоже творчество. Я не разделяю, что картины это творчество, а кулинария это не творчество. Одинаковое творчество. Даже не творчество, а сотворчество с творцом. Я раскатал вот такую вот штуковину. Достаточно тонкую, 3-4 миллиметра. Длина не имеет значения. И теперь при помощи вот такого ножа для пиццы можете взять обычный ножик, можно лезвие. Делаем тоненькие вот такие вот нарезочки, примерно 5, 6, 7, 8 миллиметров. Далее, что мы делаем? Вот видите, мы края оставили. Края мы так и оставляем. И я кладу ровно посередине одну полосочку и прищипываю с двух сторон. Там прищепил и тут прищепил. И лишнее убираю. Следующую полосочку я кладу накрест. Прищепил, прищепил и убираю. Кладу через промежуточек, примерно через сантиметр. Прищепил и убираю. Одной полосочки хватило на 2 штучки. Потом кладу накрест. Желательно не мельчить, а оставлять хорошее расстояние, примерно вот по сантиметру. И с другой стороны точно так же. Первый кулич у нас уже готов. Вот он так выглядит. Но это еще не полностью готов. Но уже пора включать духовой шкаф. Остальные 2 мы сейчас сделаем очень быстро. Как я уже и сказал, второй кулич и третий будет еще легче и еще легче, чем предыдущий. Нам теперь надо просто сформировать колбаску из второго кусочка теста. И теперь что нам надо? Взять его, раскатать. Разделяю напополам. Чуть-чуть муки беру. И идея, она очень простая, друзья. Мы сразу раскатываем всю длину, покрываем вот эту длину вкусным слоем и ее просто заворачиваем. Это немножко мака. Вот так вот. Сразу распределяется. Следующий слой творожный. И вот так она распределяется.
Друзья, вот интересно, вы знаете такой метод изготовления куличей или нет? А может быть, у вас есть свой любимый метод? Это будет не только мне интересно, может быть, вы сподвигнете мне создать, переснять ваш рецепт и тем самым помочь людям пополнить свою копилку рецептов. И они будут вам благодарны, я буду вам благодарен. И если вы в комментариях напишите свой полезный и любимый рецепт, это будет просто шикарно. Вот так вот просто это все у нас скручивается. Вторая полосочка у нас уже готова. Последний слой творога кладем. Теперь у меня уже промазана маслом вторая емкость. Приклеен пергамент снизу и по бокам. И теперь мы сделаем фокус. Фокус-покус. Я беру вот эту часть, которую мы уже крутили, и продолжаю ее наращивать вот такой вот красотой. И вот такими нехитрыми движениями беру емкость сразу же. Вот так вот. И вот эту вот красоту просто бахаю внутрь. Вот я так разровнял. Все хорошо, все красиво. Сейчас я вам покажу более детально, чтобы не, так сказать, лучше один раз увидеть, чем слушать бредни кулинара. Уже так оно выглядит, но сейчас будет еще лучше выглядеть. Вот так второй кулич у нас выглядит. Он очень увесистый. И нам осталось самое простое, это сделать третий. На третий у нас уже остается мало теста, но много начинки. И это прекрасно. Поэтому мы сделаем очень по быстрому варианту. Раскатывается лепеха буквально за 2 секунды в длину. Вот такая красота. И туда мы отправляем нашу начинку. Так. Много начинки я отправляю. И она идет у нас в перемешечку. Разная. Белая будет у нас черным. Инь плюс янь. Вот такая красота. И вот сюда для равномерности. И туда отправляется еще ложечка вот такого шоколадного слоя. Так. Буквально за считанные мгновения у нас уже готов очередной кулич. И вот теперь самое главное его свернуть красиво. Смотрите, я не ровно его делаю, а накосую. Накосую его, скручиваю. Вот так вот. Прищипываю края. И получилась вот такая колбаса. Теперь эту колбасу я заворачиваю вот таким вот образом, улиткой. И прищипываю эту улитку. Вот видите, красиво получилось. И эту улитку я отправляю
прямиком в форму. Ровненько. И ее немножко там разравниваю. Беру емкость и туда добавляю часть оставшейся сметаны. 380 грамм сметаны, 700 грамм муки. Вот так вот желток перемешивается. Очень хорошо. Сюда можно чуть-чуть добавить кунжутика в эту массу. Перемешивается. И все, что нам остается, это просто вот нашу вот эту вот красоту, по-другому не назовешь. А когда она еще подрумянится, вы просто посмотрите, и вы просто удивитесь, насколько она станет прекрасна. И отправляю эту красоту в духовой шкаф. Через секунду мы увидим результат. Пока подходят шикарные куличи в духовом шкафу, 10 минут прошло. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Как яйца у нас окрасились. Разворачиваем. И я сразу же отправляю в водичку. Просто кладу водичку, чтобы лишнее все само отвалилось. Ничего с яиц не снимаю, а именно мне надо только достать из фольги, развернуть и положить в воду. Так, и третье. И сейчас мы увидим результат. Я думаю, он так же, как и мне, вам понравится. Потому что я уже вижу, что очень шикарно получилось. Так, это я убираю. И ставлю сюда водичку. Очищаю все. Так, чтобы вам сразу их 3 показать. Так. Вот смотрите. Вот такое космическое лунное яйцо у нас получилось. Я считаю, шикарнейший вариант. Давайте второе покажу. Второе получилось более нежное. Вот такой вариант. Треснуло немножко. И третий вариант. Вот смотрите, какие они все прекрасные. Какое вам больше нравится? Как по мне, так или вот это, или вот это. По-моему, окрашивать яйца за пару минут таким красивым методом, я считаю, вполне достойный результат. А сейчас мы посмотрим, как получились куличи. Прошло 50 минут, вообще надо 40, но у меня 50. И получилась вот такая вот красота. Оно еще все горячее, очень. И именно надо, пока горячее, сделать одну важную операцию, которая сделает в 2 раза вкуснее эту штуку. Посмотрите, друзья, поскольку борта здесь больше, я беру наш растворчик. Помните, что мы его как делали. И просто сверху поливаем. И теперь распределяю по всей поверхности. И пока оно горячее, оно плавненько пойдет внутрь и распределится ароматом. Но когда поверхность вот такая, оно просто стечет и ничего у нас не получится. Или вот такая, тоже все стечет и ничего не получится. Для этого берется в аптеке, покупается обычный шприц. И в шприц наливается растворчик. Делается отверстие и чуть-чуть туда втыкается.
вот такими вот отверстиями маленькими. И туда отправляется. Так. Еще возьмем. И получается такая вот поверхность, как будто ежика. Вот сюда еще. Не спеша вводим вот так вот равномерненько. Больше всего, конечно, в центр. Вот так вот. О, прекрасно. Даже вот он уже впитался. И в те же самые отверстия я еще добавляю по второму разу. Все, этот мы оставляем. Вот теперь вот этот тоже нас ждет. Интересно. Я беру там, где мак протыкаю и туда вливаю. Прямо под наше плетение, чтобы меньше было видно. Вот так вот под плетение и вливаю. А он сам распределится, как ему лучше. Видите, лишнее стекает. И это очень хорошо. За счет этого будет все настолько хорошо пропитано, что никто другой не сравнится с вашими пасхальными куличами или пирогами. Вот так. Просто прекрасно. У меня осталась еще вот эта вкуснейшая смесь, которую мы делали для наших пирогов. И чтоб ей не пропадать, я за 3 минутки, а для вас вообще кажется за мгновение, сделаю круассаны. Шикарнейшие круассаны, просто улетные. Буквально за пару минут. Я взял тесто. У меня было в холодильнике. Сейчас смотрю, какое слоеное, бездрожжевое тесто. Кусочек примерно 10 на 10 или 15 на 15 сантиметриков. Он такой вот небольшой. А делаются круассаны настолько просто. Если вы не делали, это будет для вас шикарным открытием. Можно каждое утро себе делать на завтрак, потому что делаются они моментально и пекутся просто моментально. Вы видите, быстренько я раскатал, и теперь нам надо сделать интересную форму. Форма у нас будет в виде вот таких вот загогулин. Такие вот загогулинки. Раз, раз. Вот так даже разрежем. И сделаем вот такие вот загогулинки. Квадратики, то есть эти, видите, вылетает с головы. Просто интересно. Вот так и сделаем. Почему именно такая форма? Смотрите. Все просто. Вот у нас уже готовая штучка есть. Чтобы не затягивать, я просто одну вам сделаю. Вот эту, к примеру. Покажу. Чуть-чуть мы ее раскатываем. Раскатали. Есть. Кладем туда нашу вкуснятинку. Вот так положили. И теперь завернули, и получилась вот такая штучка. И буквально через 2 минуты у нас 2, 4, 6, 8, 10, 11 штучек шикарных круассанов, которые приготовятся моментально. Тем более духовка разогрета. Пришла очередь их открывать. Прошло пару минуток.
И достаем из форм. Смотрим. Вот такая вот красота. Увесистые, тяжеленькие. Такие очень даже тяжеленькие. Сейчас я их даже взвешу. Килограмм и 17 грамм. Килограмм 29 грамм. 433 грамма. Получается 2,5 килограмма. Друзья, еще раз хочу вам показать яйца. Они уже полностью остыли. Я думаю, их легко можно делать на Пасху.